Приключения в снежной стране. Серия популярных в народе фантазийных романов, которая, похоже, запрещена в Белобоге. Глава 1. Вдали от дома. Часть 1. В основном эта глава посвящена участнику экспедиции «Сверхновая» из Белобога, Артему, который по случайности упал со скалы и оказался в снегах за пределами Белобога. Он оказался на грани смерти. Присоединившись к экспедиции по поиску древних реликвий, он уже был известен как самый перспективный молодой человек, которого когда-либо видела экспедиция. Он был лучшим выпускником элитной медицинской школы Белобога, а также получил ученые степени в области археологии и геологии. Не только его знания, но и физическая подготовка были на уровне профессионального спортсмена. Он был президентом Ассоциации скалолазания медицинской школы и выиграл несколько национальных соревнований в этом виде спорта. Но под этой блестящей оберткой скрывался необычайно упрямый эгоцентрик, одержимый реликвиями Старого Света. Вступив в ряды экспедиции, Артем стал буквально зациклен на изучении древних реликвий. Однажды он заперся в научно-исследовательском институте на несколько дней, пока сотрудники не обнаружили его без сознания на полу лаборатории. Что? Я даже поесть забыл. Да, Артем, ты даже поспать забыл. Так не пойдет. Сейчас же перекушу и продолжу исследование. Он начал хранить консервы в ящике стола в лаборатории и в итоге стал проводить там еще больше времени. Сперва у Артема было много поклонниц, но это длилось недолго. Вскоре большинство из них поняли, что человеческая особь по имени Артем была лишена способности испытывать эмоциональную привязанность. Какая жалость. Как он сам говорил. На данный момент я просто хочу заниматься исследованиями. Экспедиции по поиску древних реликвий проводятся Краеведческим музеем Белобога. Это экспедиционная группа, отвечающая за поиск реликвий Старого Света в окрестностях Белобога. Археологи и историки музея исследуют найденные артефакты. Но предпосылкой к этому являются археологические раскопки в суровых климатических условиях. Это предприятие требует изобретательности и мужества. Его сопровождают опасности и непредвиденные ситуации. Несомненно. Археологи являются настоящими исследователями Белобога. Неудивительно, что исследования проводятся с риском для жизни. Так произошло и в тот раз. Артем с трудом тащил нижнюю часть туловища к гребню. Тело невыносимо болело, но за гребнем хотя бы ветер дул не так сильно. По крайней мере, можно будет немного передохнуть перед смертью. Он почувствовал, что его зрение слегка затуманилось. То ли из-за метели, то ли глаза были повреждены. Он попытался посмотреть на вершину утеса. Должно быть, он только что свалился оттуда. Спасся ли член команды, которого он вытащил? Должно быть, спасся. Хотя ему потребуется некоторое время, чтобы воссоединиться с остальной экспедицией. О нем можно уже не беспокоиться. Он был измотан, в глазах темнело. Если бы он заснул, то наверняка погиб бы среди этой метели. Сгустки крови, струящиеся из живота, замерзли и превратились в лед. Что же станет причиной смерти? В этот момент ответ на данный вопрос почти не имел значения для Артема. Метель усиливалась. Мысль о том, что он пополнит ряды мертвецов из предыдущих экспедиций, внушала легкое облегчение. Во всяком случае, он здесь не один. В 3 года он забрался на крышу через водосточную трубу, что привело его родителей в ужас. Что происходит? Уже вся жизнь проносится перед глазами. Ох, сколько воспоминаний успело накопиться. Артем постепенно погрузился в сон, опершись на ледяную стену. Огонь его жизни еще теплился среди метели, но вскоре должен был погаснуть. Глава 2. Замерзший город. Часть 1. Ранее. Артем был спасен неизвестным мужчиной и его дочерью. Он очнулся в неизвестном медицинском учреждении и увидел причудливый мир, который сильно отличался от Белобога. Здесь все было создано из дождя. Жители жили в гармонии с метелью. И из специальных материалов было создано много чудес, которые Артем не мог себе даже представить. Когда ощущение времени вернулось к нему, он осознал, что находится в больнице.
И хотя это было медучреждение, оно ничем не походило на больницу милосердия архитекторов в Белобоге. Ни в одной больнице нет кроватей, изготовленных из кристаллов. Только когда Артём заметил капельницу, прикрепленную к его руке, он понял, что его лечат. В его ушах все еще стоял шум, а полуприкрытые глаза видели только расплывчатое яркое пятно света. Очевидно, что функции организма восстановились не полностью. Он вернулся с того света. Это единственное, в чем не приходилось сомневаться. Во время выписки из больницы его встретила девушка из его сна, которая заботилась о нем во время лечения. Поздравляю с выпиской. Спасибо. Подскажите, где я и кто вы? Наверное, я сначала должен представиться... Нет, не так. Артём хотел расспросить об очень многом. Слова походили на стаи рыб, которые сбивались в кучу и не могли принять форму законченного предложения. Меня зовут Анна. Меня зовут Артём. Анна не собрала волосы в хвост, как в тот первый раз, когда они встретились, а позволила им, естественно, спадать на плечи. Полупрозрачные края ее длинных льняных волос подсвечивались, и казалось, что пряди волос мягко держит легкое свечение. Длинные густые ресницы и глаза, спокойные, как озерная гладь, органично смотрелись на ее худом лице. В прошлой жизни Артём всегда старался не слишком сильно вглядываться в лица ровесниц. Но сейчас он не отрывал от нее взгляда, пока их лица не залились краской смущения. Возможно, именно эта связь спасла ему жизнь. У Артёма возникло чувство, которого он не испытывал ранее. Как Артём и думал, это место не было Белобогом. Этот город, построенный среди метели, назывался «Замерзшим городом». Так его называли люди, живущие здесь. В отличие от Белобога, предки замерзшего города выжили среди метели с помощью технологий Старого Света и сохранили искру былой цивилизации. Для Артёма это стало самой приятной частью культурного шока. Все казалось диковинным, как будто ожили доисторические технологии, дремлющие в музее. Он бесчисленное множество раз видел это во сне. В сопровождении Анны Артём постепенно открывал для себя город. Во время операции они должны были ввести тебе Эдельвейс. Что такое Эдельвейс? Это, как бы объяснить, устройство. Устройство? Я думал, устройство — это такие гигантские штуки с шестернями, цепями и клапанами, выпускающими пар. Устройство можно еще и в кровь вводить? Если ты спрашиваешь о принципе, я тоже не очень в этом разбираюсь. Все, что я знаю, это то, что каждый житель замерзшего города был привит Эдельвейсом сразу после рождения. Это позволяет нам не бояться холодов. В детстве я слышала рассказы экспедиции о том, что людям из других земель приходится носить толстую и тяжелую одежду, чтобы не замерзнуть. Я поняла, что это правда только после встречи с тобой. В толстой куртке я показался тебе настоящим чужестранцем. Ах, да, есть ли в этом мире другие места, кроме замерзшего города? Конечно, этот мир огромен. Анна внезапно остановилась, и Артём последовал ее примеру. На открытом пространстве впереди группа людей в форме окружила каменную террасу с пушкой. Дуло оружия на террасе было направлено в небо. Казалось, все готово, и все только и ждут, когда кто-нибудь подожжет фитиль. Они собираются стрелять по зданию напротив? Анна не смогла сдержать смех. Она не привыкла быть экскурсоводом для чужеземцев. Ты, в общем-то, прав. Только они собираются не уничтожить, а построить дом. Построить дом? Да, построить. Но я не знаю, что это будет за здание, пока оно не обретет форму. После непрерывного обстрела над пустой площадкой быстро поднялось густое хлопьевидное облако. Через несколько мгновений с неба упали струи воды, которые Анна называла дождем. Артём никогда не видел дождя и даже не слышал этого слова. Он встречал его только в древних записях, найденных в музее, и понимал, что дождь был частым явлением в Старом Свете. Но в Белобоге с неба падал только снег. В этот момент Артём наконец понял, что холодные и суровые снежинки его родного города могут быть и такими мягкими.
Дождь падал на открытое пространство, но не рассеивался сразу, а уплотнялся, приобретая определенную форму. Словно скульптура, которую быстро создали несколько невидимых рук. Дождь продолжал идти, и очертания здания становились более четкими. Целый дом поднялся над землей, и его форма сильно отличалась от архитектуры Белобога. На глазах Артема всего за несколько минут было создано здание высотой в несколько десятков метров. Это было подобно чуду. Анна уже не удивлялась шоку Артема. Она сказала, что в замерзшем городе все здания построены путем конденсации этого волшебного дождя. Если облачный челнок, наблюдающий за погодой, принесет известие о метели, по одной команде эти здания станут водой, а потом снова примут форму зданий после того, как жители замерзшего города переселятся в более подходящее место. Люди обмениваются уникальными чертежами, создавая всевозможные причудливые здания. Для местных жителей это самое что ни на есть естественное зрелище. Часть 2. Ранее Артем в сопровождении Анны впервые увидел такие чудеса технологий замерзшего города, как дождь, сеть ледяных туннелей и многое другое. В процессе экскурсии Анна официально вручила Артему приглашение королевы. Его пригласили ко двору как иностранного гостя. Там он повстречал Далмира из королевства Лавы. Получив приглашение, Артем явился в хрустальный дворец замерзшего города. Величественный купол этого здания можно было увидеть из любой точки города. С таким указателем было невозможно заблудиться. Солдат, отвечавший за прием гостей, проводил Артема через зал в галерею истории, центральную часть хрустального дворца. Тусклый свет заходящего солнца рисовал тонкие линии на стенках галереи. По мере продвижения Артема приходили в движение горельефы, изображавшие древних героев и царей. Копья и алебарды устремлялись вперед, медленно разворачиваясь к чудовищу. Мантии развивались и танцевали на ветру. Однако любое движение на стене прекратилось, лишь стоило Артему остановиться. Артем сам работал в музее. Его рутинная работа заключалась в исследовании прошлого по молчаливым культурным реликвиям. Он был знаком с приемами, которые использовали художники прошлого, и привык игнорировать декорации метонимических символов, непосредственно обращаясь к самой истории. Но сейчас он не удержался, замедлил шаг и начал всматриваться в детали. Бог явился из разбитого неба, и златая кровь потекла из его жил. Бог смотрел на мир смертных ледяными очами. Воины замерзшего города, сражавшиеся с армией монстров, носили доспехи, которых Артем никогда раньше не видел, и держали в руках оружие, излучающее смертоносное пламя. Колесница, огромная, как гора, летит по небу, словно снежная чайка. Во главе этой армии, похожей на прилив, женщина в бриллиантовой короне держит копье, и оно направлено на безжалостного бога в небе. Артема чуть не раздавила сила, заключенная в этом застывшем моменте. Он глубоко вздохнул и увидел, что солдат, идущий впереди, улыбается ему, как будто попавшему под действие чар. Он бросил на солдата извиняющийся взгляд и ускорил шаг, чтобы сравняться с ним. По прибытии в гостиную солдата, встретивший его, сказал, что здесь он может расслабиться и ожидать аудиенции. Вскоре подошел иностранный гость в лохмотьях и уселся рядом с ним. Артем еще не успел и рта раскрыть, как тот уже начал рассказывать о себе. Здравствуйте, меня зовут Далмир, и я родом из далекого королевства Лавы. Простите. Меня зовут Артем, и я из Белобога. Я не иностранный гость, а просто исследователь, потерпевший бедствие. Белобог. Никогда не слышал, но встретить коллегу, да это просто отлично. Коллегу, вот уж не думал. Судя по вашему виду, вы пережили множество захватывающих приключений, верно? Они и вправду были захватывающими. Я добрался сюда верхом на снаряде. Вот уж событие, расширяющее кругозор. Я впервые увидел снежинки. Что, снаряд? Вы попали сюда, верхом на снаряде? Да-да, человека пакуют в пушечное ядро и вставляют в дуло. Потом оно вылетает. И фью. Понял? Далмир оживленно жестикулировал, описывая траекторию. Не понимаю.
Как можно выжить, если ты вылетаешь как пушечное ядро? Ага. Это мой самый любимый момент. Глядя на изумленное выражение на твоем лице, лучше я расскажу все по порядку о моей родине. Здесь это частенько приходится делать. Далмир гордо засмеялся, уперев руки в боки. Я из королевства лавы. Там никогда не бывает снега. Климат там диаметрально отличается от замерзшего города. У нас в стране много действующих вулканов, обладающих колоссальной энергией. Знаешь что-нибудь о вулканах? Это полная противоположность заснеженным горам. Горные цепи, горячие настолько, что из них идет дым. А еще время от времени из жерла в небо вырывается огонь. Артем не мог представить гору, из которой вырывается огонь. Все, что ему оставалось, недоуменно и непрерывно кивать. Вот мы и использовали силу вулканов, чтобы сделать вулканическую пушку. С ее помощью мы запускаем таких авантюристов, как я, чтобы исследовать далекие страны. Правда, только оказавшись в воздухе, я сообразил, что обратный путь придется преодолеть на своих двоих. Оказывается, прошлые авантюристы возвращались пешком. Ха-ха-ха. Далмир был чрезвычайно разговорчив. Он говорил так страстно, что это вызывало у Артема дружеские чувства. В ходе беседы он впервые узнал, что такое вулкан, движение земной коры и вулканическая пушка. Хотя исследователи из королевства лавы разбросаны по всем сторонам света, они всегда найдут дорогу назад благодаря компасу, который всегда указывает на королевство лавы. Однако возвращение домой не безопаснее полета на снаряде. Лишь горстке авантюристов удается благополучно вернуться домой. И они всегда приводят в королевство своих надежных зарубежных партнеров, привозят новые знания, технологии и опыт. Артем, мне нужна твоя помощь. Отправляйся в королевство лавы со мной. Мы должны попасть туда перед сильнейшей вулканической активностью в истории. Сильнейшая вулканическая активность в истории? Да, в это время у нас будет самая большая вулканическая пушка, которая позволит покинуть эту планету и направиться в Сателеден Старого Света. Продолжение следует. Часть 3. Ранее Артем попал в галерею истории замерзшего города. Во время ожидания аудиенции королевы он встретил Далмира и разговорился с ним. Они хорошо поладили, и Далмир рассказал о своей настоящей цели. Ему необходимо вернуться в королевство лавы вместе с партнером, чтобы взлететь с ним в небо. В голове у Артема ухало, как будто в барабан изо всех сил лупили колотушкой. Он снова содрогнулся. Оставить планету и отправиться в небо? Исключительные технологии, неизведанная история, далекие и волшебные царства. Каждый фантастический факт сотрясал границы познания Артема. И в тот момент, когда он подумал, что его больше никогда ничего не шокирует, человек напротив предложил ему взлететь с поверхности планеты из пушки с вулканическим двигателем. Ему больше ничего не оставалось, как сказать. Прости, но я откажусь. А? Я думал, в тебе есть дух авантюризма, и ты точно согласишься. Это не одно и то же. Отправиться в далекую страну или непрерывно карабкаться вверх, пусть и кажется людям вокруг сумасшествием, но это в пределах человеческого понимания и авантюрного порыва. А вот взлететь в небо посредством извержения вулкана. Что за странный способ свести счеты с жизнью? Перекинувшись парой фраз, он поспешил распрощаться с искателем приключений из вулкана. Юноша, возможно, это не такая уж и безнадежная затея. Артем не ступил и пары шагов, как с ним снова кто-то заговорил. Голос звучал величественно и ласкал слух. Только тогда Артем заметил, что неподалеку стоит роскошно одетая женщина и пристально смотрит на него. Учитывая, как была одета та женщина, Артем сразу понял, кто перед ним, и поспешил поклониться. Дама слегка улыбнулась и кивнула. Могу я задать вам вопрос? Искатель приключений из Белобога, почему вы отправились в путешествие с неизвестным финалом? Возможно, потому что в моем теле бурлит беспокойная кровь. Задумчиво начал Артем, но через мгновение покачал головой. Возможно, потому что жизнь в Белобоге слишком мирная. Мы прячемся в теплицах и день изо дня слушаем проповеди ораторов. Стражи охраняют границы, не позволяя монстрам проникнуть в город, а людям выйти наружу. Если много работать, можно не думать о пропитании, но только каждый день похож на предыдущий.
В плавном течении жизни не происходит никаких перемен. Люди, живущие в Белобоге, боятся нестабильного будущего и утраты привычной жизни. Хотя Белобогу много сотен лет, но никто из его жителей так и не покинул города по-настоящему. Я не хочу изо дня в день читать газету, в которой почти ничего не меняется. Я не хочу закрывать глаза, затыкать уши и делать вид, что весь мир – это один городок. Я хочу узнать, удастся ли мне выжить, оставив размеренную жизнь. Женщина улыбнулась. Похоже, вы родились не в том месте. Вы совсем не похожи на тех жителей Белобога, которых я встречала. До меня здесь бывали люди из Белобога. Это было очень давно и закончилось весьма прискорбно. К счастью, замерзший город не стоит на месте. Он продолжает двигаться среди метелей, избегая войны. Артем был потрясен, услышав слова дамы. То есть Белобог когда-то чуть не развязал войну против замерзшего города. С тех пор мы бдительно относимся ко всем посетителям из этой страны. Дама подняла руку, показывая ему, что вопросы следует на время отложить. Но, как видите, замерзший город – это не куски льда, а текущая вода. О воде претят предрассудки. Судить о человеке нужно так же, как оценивают драгоценный камень, рассматривая с разных сторон. Анна рассказала мне о вас. Мы прочитали ваши дневники, и теперь я увидела вас своими глазами. По меркам замерзшего города вы действительно выдающийся человек. Ваше Величество, благодарю за снисхождение. Артем преклонил голову. Возвращаясь к предыдущей теме, я спросила, почему вы отправились в опасное путешествие. Ваш ответ доказывает, что вы не хотите замыкаться в ограниченном пространстве и жить в рутине. Замерзший город, королевство лавы. Вы слышали и даже видели многое в этих землях. Об этом большинство людей может только мечтать. Но этот город привязан к небесам, точно так же, как Белобог привязан к земле. Понимаете, о чем я? Я понимаю, Ваше Величество. Просто не могу себе представить, как люди могут подняться в небо. Пробормотал Артем. Только птицы способны на подобное. Я не могу понять, что стоит за приглашением Далмира – безумие саморазрушения или азарт исследователя. Есть ли между ними различия? Риск всегда был важным условием для выживания человечества. Именно благодаря риску люди Старого Света смогли достичь того, что сейчас мы можем только вообразить. Строго говоря, авантюризм и исследования также являются наследием Старого Света. Вы вели размеренную жизнь в Белобоге и, боюсь, не могли представить себе пейзажей замерзшего города, ведь так? Сат-эль-Эден, о котором говорил Далмир, это вовсе не выдумки. Это чудо Старого Света, недосягаемое человеческому глазу, которое осталось в глубинах космоса. Просто нынешние люди давно забыли, что это была за жизнь. Королева тихо вздохнула. Ее лицо выражало легкое сожаление. Вы ступили на снежные поля в поисках древностей, чтобы наследовать реликвии Старого Света. Обратный путь засыпан снегом, его больше нет, Артем. Остался только путь вперед, и есть только вы и замерзший город. Да будет так. Я подумаю об этом. Исследователь на мгновение задумался, а затем глубоко вздохнул. Я поговорю с Далмиром. Вдруг выражение лица королевы стало серьезным. Юный Артем, я не уговариваю вас. Авантюра может быть порывом, но никто не может отправиться на край света, следуя порыву. Каким бы ни был ваш выбор, у меня есть для вас подарок. Королева вытянула руки из мантии, доходящей до самой земли, держа в них укороченный посох, и протянула его Артему. Конец посоха раздваивался и формой походил на двуглавого орла. Юный Артем, в замерзшем городе не принято становиться на колени, но опуститесь на одно колено в качестве дани уважения мудрости Старого Света. Не передо мной, но перед Старым Светом. Королева крепко сжала посох, и вдруг из него потекла жидкость, которая начала сгущаться, принимая очертания синего ледяного клинка. Невероятно быстрым движением она коснулась острием меча левого и правого плеча, а затем макушки Артема. Он ощутил, как лед вибрирует и дышит, лежа у него на плечах. Пусть на твоем пути не будет преград, и пусть тебе сопутствует удача. Будь смелым и непоколебимым. Технология клинка, выкованного из воды, пришла к нам из Старого Света. Теперь я дарю его тебе, рыцарь замерзшего города.
Для неба он ничего не значащая игла. Для Земли всего лишь инструмент, позволяющий преодолеть препятствия. Но для тебя он храбрость, которая позволит идти вперед в трудный час. Ступайте, Артем. Глава 4. Весеннее пастбище. Часть 1. Ранее Артем покинул заснеженные горы и в компании 2 спутников попал на луга с мягким климатом. Там их встретила пышная растительность и плодородная почва. Но опасность продолжала подстерегать со всех сторон. Они столкнулись с невиданными гигантскими насекомыми. Уникальная среда выкормила растения, которые стремительно разрастались. Идя по земле, возникало ощущение, что ты ступаешь по мягкому ковру. Артем снял куртку и перешел через луг, утопая в траве по колено. Ветерок пронес мимо запах свежей травы. Он и подумать не мог, что бывает такой ласковый ветер. Он нежно взял Анну за руку, и она не отняла руки. На мгновение Артему показалось, что он слышит шепот своего сердца. Оставайся здесь и проживи жизнь здесь, вместе с Анной. Но Артем стремительно отбросил эти эгоистичные помыслы. Он пристально всматривался в девушку рядом с собой. Она была убеждена, что, путешествуя с ним, обязательно дойдет до конца пути. Если он последует за своими эгоистичными помыслами, то это и вправду не оправдает ее доверия и помощи. Прежде чем все трое смогли в полной мере насладиться коротким покоем, в небе раздался стремительно нарастающий гул. Как будто кончик крохотной иглы проткнул барабанную перепонку. Из-за гудения голову каждого пронзила жгучая боль. Монстр пронесся по небу, как птица, размахивая прозрачными крыльями с частотой, намного превышающей птичью. Далмир инстинктивно заткнул уши и упал на землю, непрерывно вознося молитвы непонятно какому богу. С тех пор, как его унесли монстры, он всегда первым реагировал на опасности. Преодолевая колющую боль в барабанных перепонках, Артем закрыл Анну своим телом и прижал ее к земле. У него возникло ощущение, что он уже видел такого монстра. Непрошенный гость, парящий в небе, мягко приземлился, перестал размахивать крыльями и замер, словно жуткое изваяние. Это комар? Артем, наконец, выудил зацепку из самого темного уголка памяти. Он встречал описание монстра, которого видел перед собой в энциклопедической литературе Старого Света. Во времена Старого Света мир был разделен на ритмы, которые назывались 4 сезонами. Комары – кровососущие насекомые, которые появлялись летом, но по размеру они были такими крошечными, что их можно было убить одним пальцем. Этот же комар был выше человеческого роста. Даже щетинки на тонких длинных лапках были отчетливо различимы. Гигантский комар вонзил в поверхность земли свой длинный хоботок, похожий на меч, и начал что-то высасывать, не замечая, как трое украдкой наблюдают за ним. Далмир, лежащий на земле, почувствовал, как под мягкой почвой перетекает жидкость. Брюшной мешок гигантского комара быстро раздувался. Бас Далмира был полон страха. Давай убежим, пока он нас не обнаружил. Ага, аккуратно. Артем затаил дыхание и начал медленно двигаться среди травы. Однако отвратительное существо оказалось чрезвычайно чувствительным к легким вибрациям почвы. В мгновение ока оно оторвало хоботок от земли и снова поднялось в воздух. Пронзительный писк вернул головную боль, которая заставляла человека одеревенеть. Артем тут же вытащил острый меч, который подарила ему королева замерзшего города, и занял оборонительную позицию. Артем, берегись! Он приближается. Когда монстр приблизился, высокочастотный шум превратился в резкий визг. Артем взмахнул мечом, выкованным из воды, чтобы отразить стремительный удар гигантского комариного хоботка. Монстр свободно парил в воздухе. Он не только мог неподвижно зависать, но и стремительно менял направление. Гигантский комар настороженно отступил и снова пикировал. Его движение было настолько быстрым, что весь силуэт превратился в размытую тень. Казалось, что Артем не сможет уклониться от удара. Но позади послышался мощный хлопок, вызванный взрывом пороха. Гигантский комар упал навзничь на землю, пораженный внезапной атакой. Артем повернул голову и увидел Далмира, держащего старинное кремниевое ружье. Из ствола шел дым.
Отличный выстрел. Далмир был необычайно воодушевлен своим метким попаданием. Однако вскоре его восторг сменился страхом. Монстр дернул ногами и перевернулся. Гигантский комар поднялся и прочертил над головами людей причудливую траекторию. Яростное хлопанье крыльев возвестило о гневе монстра перед ними. Его хоботок, острый, словно длинная игла, подрагивал, репетируя очередную атаку. Рука Артема, державшая меч, невольно подрагивала. Быстрой реакции теперь будет недостаточно, чтобы избежать нового удара. Анна, беги. Но, Артём, Бежать, по-моему, не стоит. Раздался мощный голос. Вслед за звуком с неба упало длинное копье, пронзило полупрозрачное брюшко гигантского комара и пришпилило его к земле, словно гвоздь. Битва завершилась в мгновение ока. Артем протяжно вздохнул. Они были спасены. Обладателем голоса был мужчина, одетый в форму странного кроя. Он был грозным и величественным. Но еще больше поражало его ездовое животное. Это насекомое имело панцирь и мощные задние ноги. На его спине размещалось седло, а размерами оно могло потягаться с гигантским комаром, с которым они только что ожесточенно бились. Ездовое насекомое снова молниеносно подпрыгнуло. В промежутке между прыжком и приземлением всадник вытащил свое копье из трупа чудовища и остановился перед Артемом. Острие копья с невероятной точностью оказалось в области сердца юного исследователя. Мужчина свистнул, и из высокой травы появилась группа всадников в униформе. Трое собирались поблагодарить всадников, но услышали, как первый из них объявил: Незнакомцы, вторгшиеся на нашу святую землю весенней равнины. Вы арестованы. Продолжение следует. Глава 5. Водяная тюрьма. Часть 1. Ранее Артем и его попутчики обнаружили алтарь, где они могли напрямую поговорить с чудовищем весенних равнин. Кроме того, они узнали путь к его легким. Но, добравшись до легких, они обнаружили тропический лес Старого Света и много стоячей воды. Чтобы выяснить настоящую причину того, почему легкие чудовища заполнены водой, Артем и Дюк решили нырнуть в эти воды. И в момент, когда они были готовы задержать дыхание, их неожиданно кто-то атаковал и утащил в глубины. Герои так и не всплыли. Артем очнулся от глубокого сна и почувствовал удивительное ощущение во всем теле, которого прежде не испытывал. Он как будто освободился от тяжелого тела. Он был чрезвычайно легким. Длительное забытье также подарило удивительное успокоение, подобно тому, как ребенок ощущает себя под сердцем у матери. Смутные ощущения прошли не до конца, и сознание возвращалось постепенно. Артем вспомнил, что произошло перед тем, как он лишился сознания. Он изо всех сил пытался выплыть на поверхность, но кто-то схватил его тело и не отпускал. Он старался задерживать дыхание как можно дольше, но воздух быстро закончился. Я утонул. У Артема не было времени разбираться с этим, потому что сначала было необходимо понять, что происходит в данную секунду. Он оказался полностью погруженным в воду, но никакого удушья не почувствовал. Покрутив запястьем, он и вправду ощутил, как между пальцами струится вода. Сразу же после этого он начал двигать ногами, и его тело поплыло вверх. Бум! С глухим стуком его спина врезалась в прутья железной тюрьмы. Хотя неожиданный удар заставил Артема выругаться от боли, ему стало намного легче от ощущения, что он еще жив. Артем, ты проснулся? Сзади послышался знакомый голос. Артем поплыл на звук и обнаружил капитана Дюка, который нырял вместе с ним, и железную решетку, которая их разделяла. Капитан Дюк, вы живы? Где мы? Нас схватили подводные жители. Вот почему я потерял сознание. Нет, сознание ты потерял, потому что задерживал воздух слишком долго. Не заметил? Мы же прямо сейчас дышим под водой. Только тогда Артем понял, что смог выжить благодаря этой необычной воде. Будучи студентом медфакультета, он узнал, что люди могут свободно дышать под водой, пока в ней растворено достаточно кислорода.
Словно реагируя на разговор между ними, мимо их клетки проплыл юноша. Он был облачен в одежду, плотно облегавшую тело, вооружен гарпуном. Он с силой ударил по решетке. На Артема обрушилась волна, последовавшая за сильным толчком. Заткнитесь! Здесь не место для болтовни. Человеку, который напоминал тюремщика, было на них плевать. Где еще вы можете дышать, если не в воде? Болваны, идите и взгляните на это. Тюремщик потянул рыболовную сеть, которую держал в руке, и в поле зрения медленно появилось то, что он поймал. Кучка белых, прозрачных, жирных жуков. Хотя их можно было назвать жуками, но Артем был не вполне уверен. Он никогда не встречал такой кучи самопроизвольно извивающегося нечто. Знаете, откуда берутся эти жуки? Артем и Дюк переглянулись и тупо покачали головами. Такс, бесполезный мусор. Я думал, вы, ребята, хоть что-то знаете. Это жуки. Не знаю, но надо же их как-то называть. Тюремщик внезапно вспомнил, кто он, и снова с силой ударил по решетке. Заткнитесь! Не говорите со мной! После непродолжительного молчания Артем продолжил расспросы. Похоже, у этого червя нет внутренних органов. Может, он не живой. Эта штука гоняется за людьми, как будто у нее есть глаза. Какая разница, живая она или нет? С пренебрежением сказал тюремщик. Когда они вылупляются из яиц, высвобождается жидкость, растворяющая человека. Вода, загрязненная такой жидкостью, становится непригодной для дыхания. Загрязненная вода. Дюк холодно добавил. Значит, вы не стали истреблять жуков, а построили эту огромную подводную тюрьму. Ха-ха-ха! Вот же умник. Человек рядом с тобой продолжает задавать вопросы, как дурак. Верно. 200 этажей под вашей камерой заполнены этими жуками. После этих слов лицо тюремщика потемнело, и прежний насмешливый тон изменился. Нам необходимо продолжать строительство, чтобы выжить. Артем попытался посмотреть себе под ноги. Хотя его зрение не было таким острым, как у Дюка, но ему удалось рассмотреть поразительное количество клеток внизу. В них и вправду было заперто несметное количество белых жуков. Однако глубина была слишком большой, и он не мог разобрать, где находилась самая последняя клетка. Все, что он видел — пропасть. Если уровень воды непрерывно повышается, возможно, жуки, запертые первыми, давно освободились, поскольку клетки треснули под воздействием давления. При мыслях об этом казалось, что в бездне осталось только дыхание смерти. Артем, похоже, понял настоящую причину воды в легких весенних равнин. Постоянное появление жуков и постоянное строительство огромных тюремных кластеров привело к тому, что уровень воды, скопившийся в легких, непрерывно повышается, а пространство, оставленное весенним равнинам для обмена кислородом, становится все меньше. Изначально эта тюрьма предназначалась не для вас. Тюремщик снова ударил гарпуном по металлическому забору. Если вы поможете нам найти источник этих жуков, мы позволим вам вернуться туда, откуда вы пришли. Что скажете? Что, если я скажу, что мы сами вышли из воды? Продолжение следует. Глава 6. Королевство лавы. Часть 1. Ранее. Артем и его спутники наконец-то добрались до последнего пункта своего наземного маршрута – Королевство лавы. Ориентируясь на сигнальную ракету Далмира, они шли, пока вдалеке не услышали грохот, издаваемый лавой и валунами. Перед ними показалось огромное насекомое, облаченное в доспехи. На нем они решили продолжить свой путь в королевство вулканических пушек. Изначально Артем не испытывал неприязни к беспозвоночным кольчатым червям. Они увидели сигнальную ракету. Смотри, это лавовый червь, он отвезет нас домой. Голос Далмира был полон радости и гордости. Отвезет нас? Почему снова гигантский жук? Многовато жуков по пути. Гигантский червь, похожий на дождевого, имел высоту 2 метра и длину около 20 метров. Хотя он остановился у причала и ожидал, но ни на минуту не переставал извиваться. Кольцевидные мышцы были покрыты несколькими слоями лепесткообразных пластинок, которые были плотно покрыты черным мелким песком, похожим на особый налет, состоящий из смеси секрета и лавы. Артем не решался влезть на червя и просто топтался на месте. Артем, в чем дело? Он точно не выглядит хуже насекомых из весенних равнин. Поехали, Артем. Анна последовала за Далмиром.
Над кольцевыми мышцами стоял мужчина, выглядящий как старик. В одной руке он держал длинный шест, а в другой крюк с чем-то напоминавшим поводья. Он перекатился со спины гигантского жука и приземлился несколько хвастливо. Старик раскрыл объятия и заключил в них Далмира. Было видно, что они не просто давно знакомы, но и рады друг другу. Эй, Далмир! Председатель Бобикан, чем я заслужил такую честь? Ха-ха-ха! Сюрприз! Скорее познакомь меня со своими сообщниками по приключениям. Здравствуйте, меня зовут Анна. Привет, Анна! Я Бобикан. Такая милая девочка. Ха-ха-ха! Увидев, что Артем не двигается, Бобикан пошел к нему и закричал во все горло. Юноша, вперед! Мы возвращаемся в королевство лавы! Увидев, что старик прихрамывает, чтобы взять Артема за руку, ему пришлось принять радушное приглашение и последовать за стариком. Здравствуйте, меня зовут Артем. Случилось как раз то, чего боялся Артем. Забравшись на громадного лавового червя, он обнаружил, что металлические пластинки, которые не соединялись между собой, плохо прилегают к телу червя. Все, что ему оставалось, это крепко держаться за подлокотники кресла и плотно сжать ноги, чтобы не упасть с шатких доспехов. Длинный шест, который держал Бобикан, внезапно издал звук электрического разряда. Он натянул поводья и обернулся назад, чтобы проверить, как уселись люди позади него. Ну! Гигантский червь начал извиваться после стимуляции электродом Бобикана. Он двигался все быстрее в сопровождении ритмичного расслабления и сокращения кольцевых мышц. Вот уж оригинальный способ продвижения вперед. Перед Артемом сидела Анна, а за ним Далмир. Расстояние между ними постоянно менялось, вместе с расслаблением мышц. Стоит отметить, что такое специфическое транспортное средство обладало своими неожиданными преимуществами. Подвижные доспехи в определенной степени накладывались на тело гигантского червя, что позволяло их группе проникать в расщелины скал. Гигантский червь также мог скручиваться вокруг небольших вулканов, чтобы достигнуть определенной высоты, после чего взбираться на скалы, которые изначально требовалось обходить. Старик Бобикан управлял гигантским червем с помощью сложных сигналов электрода. Также гигантский червь мог самостоятельно принимать ловкие малозначимые решения. Благодаря синергии этих двоих, червь раз за разом совершал невероятные движения. Артем также стал свидетелем особого способа отвода тепла от тела червя. Слизь на доспехах гигантского червя вытекала через сетчатые отверстия, вырезанные в доспехах. Таким образом, происходило смывание раскаленного песка, а новый грунт и песок налипали снова, что позволяло рассеивать тепло от доспехов. Это невероятно. Во время путешествия беседа Далмира и Бобикана о королевстве лавы становилась все интереснее. По словам Далмира, половина исследователей королевства любит изготавливать гигантские пушки, в то время как вторая половина отправляется исследовать дальние страны. Бобикан является председателем комитета по развитию пушек и ярким примером человека, помешанного на развитии пушечных технологий. Единственное, чем любит хвастаться комитет, это размеры или дальность пушки. В нашем комитете степень уважения напрямую зависит от мощности пушки, которую изобрел человек. Мы не привечаем таких, как Далмир, которые могут изготовить разве что кремниевое ружье. Ха-ха-ха! Я профессиональный исследователь. Ха-ха-ха! Заливистый смех председателя Бобикана дарил всем окружающим чувство единства. Он потерял глаз. Одну руку ему заменил железный крюк, а ногу — металлический протез. Артем увидел, что даже его череп изготовлен из какой-то резины, когда тот повернул голову, чтобы поболтать с Далмиром. Что случилось с моим черепом? Однажды пушка взорвалась, и мне снесло скальп. Но мозг по-прежнему исправен. Ха-ха-ха! Со временем Артем приноровился держаться в седле, и у него появилась возможность оценить окружающие красоты. Множество вулканов разного размера, как будто сдерживали лаву, полную энергии. Лава была повсюду. Человеку становилось невыносимо жарко от одного взгляда на такой пейзаж. С точки зрения обычного человека, окружающие условия были невыносимы. Даже формулировка «ад на земле» не могла описать всей картины.
Черные вулканы, небо, затянутое дымом и пылью, фонтанирующая красная лава. Кто бы мог подумать, что здесь находится цивилизация с научным прогрессом, разрабатывающая гигантские пушки. Давненько не возвращались исследователи. Я специально попросил повара устроить банкет сегодня вечером. Градус интереса Артема подрос после слов о банкете. Только Анна все смотрела на вулкан вдали, и, казалось, она была чем-то озадачена. Гости были в полном сборе. Члены комитета по развитию пушек Королевства Лавы и гильдии исследователей заполнили банкетный зал. В атмосфере воодушевления председатель Бабикан представил Артема и двух его спутников. В банкетном зале раздались бурные аплодисменты и ликования. Артем обнаружил одну особенность. Здесь почти не было людей без травм. У кого-то не хватало руки или ноги. Кто-то имел резиновый подбородок или нос из платины. В глазах Артема Далмир был ничем иным, как чудом. Он был абсолютно цел. Последние годы наш комитет по развитию пушек планировал организовать запуск большой пушки, достойной наших предков. Всем известно, что грядет крупнейшее извержение вулкана в истории. Да здравствуют вулканы! Банкетный зал снова наполнился восторженными возгласами. Мы собираемся отправиться в космос и, не щадя жизни, двинуться навстречу этому величайшему приключению в мире. Да здравствует космос! Банкетный зал заходил ходуном. Благодаря данным стационарных наблюдений во время путешествия Далмира мы полностью завершили отслеживание траектории Сателледена. Я хотел бы с радостью объявить: теперь мы можем точно навести пушку, чтобы попасть в Сателледен. Тут же в зале раздались крики ликования, а потом вдруг воцарилась тишина. После этого распространились еще более бурные овации, послышались возгласы. Даже если бы все пушки в банкетном зале выстрелили одновременно, они бы не смогли заглушить этот гам. Артем пробрался к подоконнику через толпу в банкетном зале. Он увидел, что Анна наблюдает за тихим вулканом вдали, а возле нее стоит шампанское, которое они привезли с весенних равнин. Анна, Артём, помолчи. Можешь подойти? В пути Артем множество раз был свидетелем невероятного упорства Анны, но сейчас ее голос был подобен сигналу бедствия. Слабый, задыхающийся. Казалось, он молил, чтобы он остался подольше. Артему захотелось обнять ее сзади. что случилось? Отправившись в космос, ты не вернешься. Возможно. В конце концов, в Сателледене не будет вулканических пушек. Артём, Анна повернулась. Ее лицо покраснело, кажется, она плакала. В этот момент звуки банкета стихли. Весь мир как будто замер. я соскучилась по дому. Вернешься со мной домой? Продолжение следует. Часть 2. Ранее. Артем и его спутники наконец-то прибыли в Королевство Лавы верхом на гигантском лавовом черве. Их ждал теплый прием. Во время проникновенной речи председателя комитета по развитию пушек Бабикана они поняли, что это последний пункт их долгого пути. В тот момент Анна захотела уехать и надеялась, что Артем последует за ней. Далмир был необычайно растерян, но не решался задавать какие-либо вопросы. На второй день после праздничного банкета между Артемом и Анной воцарилось невыразимое странное настроение. Далмир предполагал, что Артем воспользовался эмоциональным подъемом во время банкета и признался Ане в чувствах, но потерпел неудачу. Он твердо верил, что у этих двоих все получится, но реальность показала, каким наивным он был. Наверное, он бы сразу все понял, если бы его чаще запускали из пушки навстречу миру. Сегодня я привел вас на стартовую площадку, чтобы показать нашу гордость – вулканическую пушку. Хотя Далмир чувствовал упадочное настроение этой парочки, но сам себе сказал, что сейчас не время задавать лишние вопросы. Я уже говорил, что энергия вулканов – это энергия самой планеты. Внутренний шар планеты всегда отклоняется в направлении, обратном силе притяжения. Он расположен не в центре планеты. Поэтому эта огромная сжимающая сила выбрасывает изнутри наружу лаву и различные газообразные вещества. Это и есть энергия вулканов.
Сквозь толстое стекло Артем и Анна вдалеке видели лаву в главном вулкане. Это похоже на океанскую волну, которая поднимается и опускается. С другой стороны, напоминает кипящую воду. Газ непрерывно выдавливается из лавы и собирается во множество пузырьков, стремящихся наружу. Чрезмерная жара нагревает воздух неравномерно, что вызывает появление тумана. Любой человек с первого взгляда понимает, что такая неустойчивая, яркая и горячая жидкость скоро выйдет из-под контроля. Артема бросило в пот. В прошлом люди не могли использовать эту первородную энергию из-за ряда проблем. Нестабильности, непредсказуемости и слишком большой энергии. Наши предки наконец-то изменили точку зрения с наступлением ледникового периода. Не контролировать, но отпустить ее. Верно, Артем. Ты прав. Мы быстро освободили колоссальное количество энергии. Подобно громкому пердежу. Сказали двое в унисон. Они рассмеялись. Далмир множество раз шутил подобным скабрёзным образом во время их путешествия. Казалось, что эти глупые объяснения ожили только тогда, когда они увидели вулкан, ждущий своего часа. Теперь преувеличенные описания стояли перед их глазами. Артему казалось, что он все еще спит. Анна шла позади и мягко улыбалась. Наверху находится накопитель энергии, а вон там стимулятор вулканической активности. Несмотря на высокую стоимость, все это одноразовые расходники. Далмир резко остановился. Похоже, его не совсем устроила такая формулировка. Они всю жизнь готовятся к единственному бою. Но и единственный бой может послужить доказательством всего. Они не расходники, а романтики, идущие до конца. Романтики? Артему казалось, что у него в груди всколыхнулось что-то, напоминающее неугомонную магму. Голос Далмира отошел на задний план. Он как будто мог ощутить дрожание мантии, представляя единственный в жизни романтический поступок, совершаемый с такой же колоссальной энергией. Смотрите, это пушечное ядро, которое мы собираемся оседлать. Это была сферическая кабина диаметром около 7 метров. Спереди находился иллюминатор с широким углом обзора, а также различные точные приборы, рычаги управления и кнопки. По бокам сферы находилась пара тонких сложенных крыльев, которые можно было расправить. Внешний стиль совсем не походил на все то, что доводилось видеть в королевстве лавы. Неужели это... Да, это пушечное ядро, созданное еще во времена Старого Света. Оно единственное в своем роде. Снаружи корпус покрыт материалами, которые могут выдерживать температуру свыше 5000 градусов по Цельсию. Внутри находится различное высокоточное оборудование, связанное с телеметрией, связью, источниками энергии, контролем температуры и так далее. Артем видел немало реликвий Старого Света, но он с первого взгляда понял – это вершина технологий, штука, которая и вправду может отправить человека в космос. Это пушечное ядро. Еще один романтик, летящий в открытый космос, чтобы больше никогда не вернуться. Оно также выполнит свою миссию во время путешествия, а затем станет вечным памятником, парящим на просторах Вселенной. Артему в очередной раз показалось, что он оторвался от Земли. Он летал среди бриллиантовых звезд, заполняющих ночное небо. Анна смотрела на мужчину перед собой, понимая, что его разум покинул эту планету задолго до его тела. Она прекрасно понимала, сердце Артема было над этим куполом, и она никак не могла дотянуться до него. Это дальше, чем Сатель Эден, дальше, чем край Вселенной. Она решила тихо уйти перед рассветом. Возможно, это смягчит его боль. Но уйти, не попрощавшись, ей не удалось. Спасибо, Анна. На дорожке, которую еще не осветили лучи восходящего солнца, Анна увидела четко очерченный силуэт. Ее ждал Артем. В конечном счете она не смогла уйти незаметно. Я глубоко полюбил тебя после встречи, которая стала для меня спасением. Я никогда не видел такой сильной, независимой и нежной женщины. Я искал множество возможностей открыться. Я люблю тебя и хочу прожить с тобой жизнь. Но я не могу остаться с тобой. Если и есть что-то, что я должен делать в своей жизни, так это рисковать. Непрерывно рисковать. Прости.
Наверное, я тоже романтик. Ради приключений я готов сжечь все, что имею. Прости. В глазах Анны стояли слезы. Она все понимала и осознала все еще в начале их путешествия. Именно такого человека она полюбила. До того, как слеза успела скатиться, к щеке приблизилась теплая рука и нежно стерла ее. Это была рука, которую она слишком хорошо знала. Рука Артема. Я не хотел, чтобы ты проливала слезы из-за меня, но я твердо решил, Я понимаю. Я все понимаю. я могу дать тебе всего 3 вещи. Артем достал свой дневник. В нем были бережно описаны прошлые приключения и воспоминания, связанные с Анной. Первое – это мое прошлое. То, что мы пережили вместе, было по-настоящему. Артем вложил в руку Анны меч, подаренный ему королевой. Второе – это мое будущее. Я обещал королеве, что буду защищать тебя вечно. И последнее – мое настоящее. Я люблю тебя, Анна. И он поцеловал ее. В этот миг они были так искренни, что казалось, время остановилось, и будущее никогда не наступит. Заключительная глава. Сателледен. Часть 1. Ранее. Артем и Далмир вместе отправились в глубокий космос в пушечном ядре Старого Света, вооруженные достаточным мужеством, чтобы никогда не возвращаться. Ударное воздействие вулканической пушки не учитывалось в исходном проекте летательного аппарата. Во время запуска пушечное ядро развило поразительную скорость, заставив всех присутствующих на стартовой площадке вспотеть. Неужели это и вправду возможно? Внутри пушечного ядра тоже было непросто. Артем и Далмир, казалось, подверглись 10-кратной гравитации, которая вот-вот должна была их раздавить. В этот момент Артем потерял сознание и мыслями вернулся в то время, когда потерпел бедствие на снежных полях. Но это состояние длилось недолго. Он очнулся в поразительно решительном и боевом настроении. Пройдя испытание жизнью и смертью, Артем тут же осознал значение ограничителя амортизации летательного аппарата. Без него он бы точно погиб. Однако с Далмиром все было не так просто. Он закатил глаза, приоткрыл рот, и из уголка потекла белая пена. Далмир просто потерял сознание или не выжил. Артем несколько раз вызывал его через устройство связи, но ответа так и не получил. В иллюминатор пушечного ядра было четко видно не только небо, приближающееся сверху, но и планету, оставшуюся далеко внизу. Место, отрезанное от внешнего мира, предстало перед глазами Артема, словно свиток. Знакомые пейзажи становились все меньше и заменялись незнакомыми. Цифры на приборной панели также постоянно обновлялись, становясь все больше и не планируя замирать. Несмотря на все признаки этого простого факта, Артем все еще не мог осознать того, что они удаляются от поверхности планеты на большой скорости. От поверхности планеты уже 5 километров. Артем все еще видел строение королевства лавы, в особенности главную вулканическую пушку, выстрелившую пушечным ядром. Обвал горных пород, вызванный активизацией главного вулкана, привел к появлению клубящейся дымовой завесы. На этой высоте лавовый червь казался крошечным, и его было сложно отыскать. Потоки лавы на горном хребте также превратились в паутинку, а цвет, который раньше сжег глаза, стал намного мягче. Воздух, смешанный с вулканическим пеплом, быстро перемещался, и земные пейзажи постепенно стали размытыми. 10 тысяч метров от поверхности планеты. Артем уже видел весенние равнины. На высоте десятка тысяч метров Артем едва различал границу на спине чудовища. Но даже сейчас он не видел его полностью. Вот уж и вправду гигант. Сейчас долгий путь, который они прошли, был как на ладони. У Артема возникло непередаваемое ощущение. Отслеживая глазами маршрут, который он прошел, Артем пересек заснеженные горы и попал в метель. Замерзший город находился среди быстро текущих облаков и летящих снежинок. Он больше не видел очертаний города. Однажды Анна сказала, что после каждого долгого приключения она всегда ходила с отцом на рыбалку, чтобы расслабиться. Но как она теперь будет отдыхать после такого долгого пути?
Тонкие облака начали загораживать обзор. Сумятица, которая покинула его, снова вернулась. Как долго летит пушечное ядро? Они продолжали подниматься и оказались посреди непроглядной тьмы. На темной планете маячил Белобог. Хотя море огней было размером с монету, Артём понимал, что это точно Белобог. Благодаря климату тропического острова в окружении суровых морозов, он был лучше виден над облаками. Именно это тепло поддерживало Белобог сотни лет. Но именно оно не позволяло жителям города выйти вовне. На планете Белобог был таким крошечным, как фасолина на тарелке. А когда-то Артёму казалось, что Белобог и окружающая его метель — это весь мир. Но если оглянуться назад, это было всего лишь нежелание признавать собственный узкий кругозор. На такой высоте любой человек осознает всю смехотворность подобной ограниченности. Сотня километров над поверхностью планеты. Артём ясно видел дугу планеты. Начало возникать огромное полярное сияние, и пестрые ленты нежно окутали поверхность планеты. Когда-то Артём стоял на земле Белобога и глядел вверх на трепещущую в небе призрачную пелену, и вот теперь полярное сияние плыло под ним. В этот момент средство связи издало звук. Артём, мы в небе. Это был крик Далмира, пришедший с запозданием. Артём не знал, смеяться или плакать. Уже 400 километров от поверхности планеты. Артём мог увидеть Сателледен. Это было огромное цилиндрическое пространство, которое медленно вращалось. Артёму рассказывали научно-фантастические истории о симуляции гравитации за счет центробежной силы вращения. Как только теория из сказки стала реальностью, его захлестнуло неописуемое волнение. Что же подумают люди Старого Света, увидев это пушечное ядро? Запаникуют, или удивятся, или встретят ответным ударом, приняв гостей за захватчиков. Артём услышал, как внутри пушечного ядра тихо играет музыка. Звук гитары и барабанов был едва различим, но очень приятен, словно подарок в честь окончания пути. Вызывает удаленная космическая станция. Вызывает удаленная космическая станция. По мере приближения пушечного ядра, детали с внутренней стороны Сателледена приобретали более четкие очертания. Если развернуть внутреннюю сторону цилиндра, Сателледен будет представлять собой колоссальный квадрат. Противоположные стороны квадрата соединяются в стык, образуя цилиндр. Находясь в нем и задрав голову, вы увидите улицу, расположенную вверх тормашками. На улице стоят разнообразные здания, нарушающие общее представление о физике. Механические колоссы свободно комбинировали различные модули строений, словно кубики. Аккуратно спланированные улицы блока непрерывно меняли свое положение. Артёму казалось, что весь этот город как будто дышит и пульсирует, подобно кубику Рубика, который постоянно вращается и эволюционирует. В этом обнаруживалась предельная рациональность. Подобно давно оставленному, но не выцветшему произведению искусства, Сателледен одиноко плывет, ожидая восхищенных взглядов людей. Словно почувствовав существование пушечного ядра, колосс выпустил опору для стыковки, размеры которой поражали не меньше. Казалось, что великан протягивает руку к букашке. Сердце Артёма сжалось, когда опора вытянулась в их направлении и начала сжиматься. Он испугался, что его путешествие закончится трагическим столкновением в самом конце пути. Однако воображаемой неудачной посадки не произошло. Опора мягко приняла пушечное ядро с небольшой вибрацией, медленно направляя его на площадку для стоянки Сателледена. А из устройства связи продолжала звучать спокойная музыка. Я поднимаюсь по звездной лестнице, гуляя по галерее открытого космоса. Сегодня галактике не до сна. Я поднимаюсь по звездной лестнице, гуляя по галерее открытого космоса. Сегодня галактике не до сна. Я поднимаюсь по звездной лестнице, гуляя по галерее открытого космоса.